Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня с вами в студии Мария Белаш и наш замечательный гость Вадим Поздняков. Или, как его привыкли узнавать его слушатели, Вадиама. Вадим, здравствуйте! Добрый день. Вадим пишет и исполняет свои песни на 5 языках – русском, английском, испанском, итальянском и французском. Путешествует по миру, дает концерты и выступает на радио и телевидении разных стран, таких как Россия, Китай, Таиланд и Германия. Начнем с истоков. Как ты решил связать свою жизнь с музыкой и как написал свою первую песню? Ну, все началось достаточно неожиданно, когда мне было лет 13, в 7-8 классе. Я вдохновился группой, легендами 80-х годов, группа Modern Talking, у которых были абсолютно замечательные мелодии, которые меня покорили. И как-то вот, видимо, это наложилось на юношеские переживания о неразделенной любви, и, собственно, вот так вот я как-то стал сначала русские тексты на их песни писать, потом свои какие-то мелодии в голове придумывать, и вот так вот пошло-поехало, как говорится, и дальше был долгий путь, но о котором я, может быть, чуть позже расскажу. Занимался ли ты когда-нибудь вокалом или твой голос – это, так сказать, дар от природы? Возвращаясь, опять же, там, в 20 лет назад, когда мне было 13-14 лет, я абсолютно, ну, как я сейчас понимаю, у меня не было ни слуха, ни голоса, вот, и все это естественным образом самостоятельно я развивал, практикой, сочинением собственных песен и их исполнением, потом впоследствии уже через 10 лет после этого, когда мы начали записываться, так что это такой естественный процесс был, долговременный развития. Я знаю, что высшее образование ты получал в нашем Омском государственном университете имени Федора Михайловича Достоевского на факультете иностранных языков, и профилем твоим был английский. Где же ты учил все остальные языки, на которых поешь, и тяжело ли тебе давалось обучение? Да, ну я там проучился 4 года, это было замечательное время, и, кстати говоря, так и не закончил, потому что в конце 4-го курса я ушел в академ, навсегда так получилось, но тем не менее это время ни с чем не сравнимо, и если говорить о 5 языках названных, да, ну русский, понятно, немного им владею от рождения, что касается английского, как раз под вдохновением Modern Talking я, по сути, стал 20 лет назад заниматься обеими вещами, которыми я сейчас занимаюсь в жизни, то есть написанием, исполнением, записью песен и изучением иностранных языков. Я начал учить английский самостоятельно благодаря им, будучи там главным двоечником по английскому в классе. В итоге стал отличником и поступил на ИНЯС после школы. Там у меня был второй язык французский, и это был очень хороший выбор, потому что достаточно сложная грамматика, фонетика в этом языке, и хорошо, что это было поставлено именно профессионально. Далее я самостоятельно уже как лингвист изучал итальянский, испанский. Собственно, ну, есть такая информация, есть такая корреляция, что каждый следующий язык иностранный, он легче предыдущего дается, потому что уже определенные вещи понятны, аналогии какие-то есть с другими языками, поэтому вот, собственно, они были постигнуты самостоятельно, ну, до определенного там разговорного уровня элементарного. На каком языке тебе самому больше всего нравится писать и исполнять песни? Наверное, из 20 лет своей музыкальной деятельности я, наверное, лет 15 писал только на английском изначально, опять же, под вдохновением от той же англоязычной музыки. Вторая песня у меня была на испанском, и вот испанский я как раз бы назвал тем языком, на котором мне приятно и говорить, и петь, хотя я не владею им так хорошо, как, например, русским или английским, но тем не менее это просто удовольствие на нем разговаривать, даже если я делаю ошибки какие-то, это делаю с удовольствием. Ну и последние 2 года я начал получать удовольствие, я начал писать на русском, русский у меня пятым стал, последним на данный момент языком, на котором у меня вышла песня, такая вот получилась ирония. Видимо, в связи с тем, что это мой родной язык, у меня была дополнительная какая-то ответственность, что если писать на нем лирику, то она должна быть, ну, как минимум, хорошего уровня. Поэтому вот последние 2 года, особенно, наверное, год, когда у меня стало что-то получаться, я действительно наслаждаюсь написанием и исполнением на русском языке. Уже 5 песен за 2 года на русском написано. Почему ты живешь именно в России? Не хотел бы ты путешествовать на постоянной основе, быть человеком мира? Ну, вообще, по мышлению, я думаю, по взглядам я космополит, то есть человек мира, но поскольку вся моя семья, начиная от бабушек, находится в России, в Омске, то, в принципе, я никогда не думал о том, чтобы уехать, то есть мой план был жить
писать песни, записываться в Омске и при этом путешествовать по всему миру и в идеальном сочетании, если бы эти путешествия еще с гастролями, с выступлениями совпадали. Вот. Ну, в современной ситуации ничего нельзя предсказывать, поэтому, ну, на данный момент так. Написание песен и съемка клипов – это огромный кропотливый труд. Есть ли у тебя команда или ты совсем справляешься сам? На своем пути мне посчастливилось встретить несколько буквально человек, которые помогли и продолжают помогать мне и моему творчеству, самое главное, стать таким, какое оно есть. То есть, если мы берем изначально написание песен, идея, там, аранжировка на компьютере, это я все делаю сам. А далее, что касается именно музыкального производства, хочу сказать спасибо Артему, своему другу, с которым мы уже вот в этом или в следующем году 15 лет будет, как мы начали работать вместе. Он звукоинженер, который сводит мои песни, помимо этого он все живые партии на гитаре, на бас-гитаре играет, и еще он бэк-вокалист, придумывает и записывает. Он встает за микрофон, я сажусь за звукорежиссерский пульт, нажимаю на кнопку, вот, и мы записываем его бэк-вокал, то есть без него мои песни бы так, как они звучат, они бы не звучали. Причем мы начинали с ним еще у него в комнате записывались, когда у него родители уходили на работу. Вот, сейчас у него своя студия. Поэтому хочу ему за это большое спасибо сказать. И что касается клипов, собственно, этим я увлекся пару лет назад. Именно самому, когда я начал сам писать сценарии, режиссировать и впоследствии монтировать. И тут я хочу сказать тоже спасибо и судьбе, и Диме за то, что его встретил. Это оказался мой новый сосед за стенкой. Я переживал, когда въехали новые люди, что мои эфиры, которые я провожу там чуть ли не в 12 ночи в Инстаграме, во ВКонтакте, в соцсетях, что они ему помешают. Но оказалось, что он тоже фрилансер, фотограф, и вот мы с ним начали... Собственно, помимо фото еще и видео заниматься, он стал оператором-постановщиком всех моих клипов, и уже мы что только не делали. Вот недавний проект зимний был, это я был в роли рыцаря в настоящих доспехах в лесу. Вот, скоро я космонавтом буду, то есть это все благодаря ему. Спасибо Диме большое, в общем, спасибо всем людям, которых мы встречаем на своем пути. Насколько сильно коронавирус и меры, предпринятые в связи с ним, помешали твоему творчеству, реализации каких-то планов, выступлений или съемок? Тут наоборот тот случай, когда из любого, казалось бы, минуса, ну, очевидно, да, это была большая проблема для всего мира, не говоря о человеческих жертвах, понятно, что и для социальной жизни в целом, и для путешествий, но для меня это наоборот было таким точкой, с которой я начал полностью заниматься музыкой. Я долгое время преподавал английский в качестве репетитора, 10 лет совмещал с музыкой, но вот год назад именно благодаря, не благодаря, во время пандемии, ну и в общем во многом тоже благодаря ситуации, которая сложилась в пандемию, я перешел полностью на музыку и в общем стал зарабатывать на ней благодаря соцсетям. То есть до этого я путешествовал, выступал в Китае, в других странах, это все было, так скажем, ну там на грани самоокупаемости, это был некий поиск себя. Тут я остановился, все границы были закрыты, и я начал заниматься развитием своих соцсетей, и, собственно, я нашел свою аудиторию, которая мне верна, с которой мы дружим, которой я благодарен, и я стал заниматься только музыкой, и пошло развитие, и стало много клипов, и стало много слушателей, то есть, наоборот, эта ситуация для меня в плюс пошла. Твоя музыка излучает позитив, ты заряжаешь людей хорошим настроением, и даже, насколько я знаю, иногда тебе случается соединить одинокие сердца на съемках клипа. Так откуда же ты черпаешь вдохновение? Откуда столько позитива, который ты даришь своим слушателям? Ну, ответ, с одной стороны, будет банальный. Вдохновение черпается в любви. Я немного конкретизирую. Это не только романтическую любовь имею в виду, я имею в виду любовь к родителям, не знаю, к миру вокруг, в принципе, ко всем людям, к животным, вообще ко всему. И, соответственно, то есть любая вещь может вдохновить тебя, и музыка, и фильм, и общение с каким-то интересным человеком. И, ну, в общем, я думаю, что каждый из нас вдохновляется всем этим, так или иначе. Ну, кто-то, например, там красивые дома строит вследствие этого или печет вкусный хлеб, кто-то делает музыку. То есть все мы по-своему вдохновляемся, и по-своему это вдохновение помогает нам творить в нашей области.
Какой совет ты бы мог дать нашим радиослушателям, возможно, тем, кто сейчас только начинает свой творческий путь? Да, что касается творчества, главный совет, первый главный, это не бояться ничего, верить себе, если что-то нравится, то это делать, никого не слушать, продолжать, несмотря на критику, которая бывает очень такой частой. Вот. А второй совет практический, не теряйте времени, вот в отличие от меня, хотя я ни о чем не жалею, у каждого свой уникальный путь, но тем не менее занимайтесь по максимуму всему, то есть учитесь играть на всем, занимайтесь вокалом, актерским мастерством, ну и всем курсами повышения квалификации, учитесь всему, чему хотите. Вадим, спасибо за совет и за этот увлекательный разговор. Я уверена, что наши радиослушатели вдохновлены услышанным. Желаю личных и творческих успехов и надеюсь на новые встречи. С вами была Мария Белаш. Хорошего вам дня и отличного настроения. Ну как? Давай помашем ручкой.